Рассмотрим в сегодняшнем уроке, каким образом нам построить график функции, если она задана в физическом виде. И это функция, где x квадрат, есть x и так далее. То есть у нас есть какая-нибудь функция, которая зависит от x квадрат, от x и от каких-то аргументов еще дополнительных. То есть она задана формулой. Как можно построить график этой функции, если формула довольно сложная? Выбирать данные, значения и так далее, строить табличные выражения довольно затруднительно и представляет собой большой объем. Начнем с того, что мы знаем график основной функции, которую смотрели в предыдущих уроках. Это квадратичная функция y равно x квадрат. Мы знаем о том, что она проходит вот таким образом. Я не буду сейчас указывать значение, просто как показать, каким образом она строится. График этой функции проходит вот так. Это y равно x квадрат, без параметров, без коэффициента. Если мы знаем о том, что функция определена как y x квадрат, тогда график этой функции зависит от значения этого коэффициента, который стоит при x. Если функция сама идет вот таким образом, проведу ее, как она выглядит, когда x квадрат, когда a равно единице, тогда, если a равно больше единицы, а равно 2, ветки этой функции приближаются больше к оси y. yx плюсовое значение, тоже yx, тоже плюсовые значения. А если и для этого, скажем так, больше единицы у нас, а больше единицы. Если у нас а меньше единицы, тогда график этой функции приближается ближе к оси x. Вот он пойдет вот так. Это у нас когда будет а меньше единицы. Дробное значение. Кроме этого, мы знаем о том, что если под квадратом находится параметр y равно x плюс b в квадрате, тогда вот это значение b определяет, каким образом функция будет сдвигаться в ту или другую сторону. Саму вот эту точку, которая является экстремумом функции, можно увидеть, где она будет касаться оси x. Однозначно понятно, график будет находиться только в положительных значениях, то есть y будет всегда больше нуля или равен нулю, потому что тут квадрат, какое бы число ни было, оно будет всегда положительное. Если это у нас базовый график, строю все относительно базового графика y равно x квадрат. b у нас будет отрицательное значение, то она сдвинется на какое-то значение в эту сторону. Тогда у нас будет, когда у нас b меньше нуля, минус значение. Как пример, может, минус 2, минус 3 и так далее. Тогда этот график будет полностью соответствовать, и ветки будут так распространяться точно так же, как и этот график, только он будет сдвинут в эту сторону на эту координату b. Когда b у нас будет отрицательным. Когда b будет положительным, то график этой функции сдвигается в левую сторону, сюда, значение b. b у нас положительное, больше нуля. Экстремум функции будет расположен вот в этой точке, когда x равно b, x минус x равно b. И тогда график этой функции идет таким образом. Зная о том, каким проходит x и y равно x квадрат, мы можем по вот такому виду сразу сказать, куда она будет сдвинута, влево или вправо. Кроме этого, есть еще впереди параметр, который мы сейчас определим и укажем его. Это а будет x равно y равно ax квадрат, где а у нас будет отрицательный, меньше нуля. То есть либо минус единица, минус двойка и так далее. График этой функции будет проходить таким образом. Если а у нас будет меньше нуля, тогда y равно ax квадрат, а меньше нуля, y всегда будет отрицательный. То есть если у нас k равно минус единица, значение y плюс значение x плюс. Если базовая функция идет x квадрат, опять же, все строим относительно базовой функции. X квадрат, y равно x квадрат у нас выглядит таким образом, так со значением а меньше нуля, скажем, пусть а равно минус единице, он будет симметричен относительно оси x. И будет выглядеть таким образом весь его график. Это когда у нас будет а равно минус единице. Естественно, когда у нас будет а равно минус 2, то он будет быстрее приближаться к оси y. Это у нас будет а равно минус 2. Здесь y равно, тогда получается минус 2х квадрат. Тут просто минус х квадрат. Если а будет дробное значение, тогда график этой функции будет приближаться к оси x. Он будет выглядеть таким образом. Это у нас будет а равно минус 1 вторая и так далее. Вот это число может быть, чем больше число, вот это число, тем он ближе будет приближаться к оси x. В данном случае y равно минус 1 вторая x квадрат. Зная процедуры, которые происходят, когда мы используем значения новых параметров при графике y равно x квадрат, можно сказать о том, что график можно построить, когда функция имеет вот такой вид. Например, y равен а
x плюс c в квадрате и плюс b. О чем это можно сказать? Во-первых, похоже на то, что график функции будет как-то сдвинут. С другой стороны, он как-то будет или приближаться к оси, или удаляться в зависимости от этого параметра. И соответствующим образом будет поднят по координатной оси y, либо вверх, либо вниз, в зависимости от этого коэффициента. Как пример, возьмем вот такое значение. Y равно 4x минус x квадрат и плюс единица. Как построить такой график? Его можно будет легко построить тогда, когда его преобразовать вот к этому виду, чтобы он был немножко похож на вот это значение. Тогда мы можем использовать те данные и те возможности, которые мы показали только что на вот этих примерах. В данном случае давайте перепишем выражение по-другому. Будем стараться, чтобы в конечном итоге приближался к такому виду. Y у нас равно. Давайте минус x квадрат поставим впереди. Это будет плюс 4x и плюс единица. Возьмем это дело в скобки и вынесем минус единицу за скобки. Что мы получаем? Мы получим вот такое значение. Минус перед скобками. Здесь в скобках поменяют все знаки на противоположные. X квадрат минус 4x минус единица. Было бы неплохо, если бы мы воспользовались вот такой формулой, которая есть в алгебре. А минус b в квадрате равно а квадрат минус 2ab плюс b квадрат. В данном случае а у нас играет роль x, а b у нас играет роль двоечки. Но тут у нас первых два значения мы можем как-то получить. А как получить отсюда b квадрат? Давайте добавим сюда 0. А как мы добавим 0? Вот так. Равно минус значение минус x квадрат минус 4x плюс единица и минус 4 и плюс 4. Что мы получаем в данном случае? Переставим так, чтобы оно было более наглядно. Равно минус в скобках x квадрат минус 4x плюс 4 вот здесь. Вот поставим следующее. Что остается? Тут у нас минус единица, извините. Минус единица и минус 4. Что вот это? Это вот напоминает вот эту вот формулу. Можно написать, что это будет равно минус, скобки большие. Здесь x минус 2 в квадрате и минус 5. Скобки закрыты. Откроем полностью скобки. Что мы получаем? Мы получили минус x минус 2 в квадрате плюс 5. Вот это выражение, которое мы получили, преобразовав начальное значение. По сути дела, мы ничего не меняли здесь. Мы только добавили здесь 0. Минус 4 плюс 4 это 0. Выделили отсюда полный квадрат. X минус 2 в квадрате. И, естественно, поменялся от этого пятерка у нас. Дело в том, что если мы это дело все опять откроем, мы получим то же самое выражение. Теперь давайте посмотрим, насколько это соответствует вот этой изначальной формуле. Y равно ax плюс c в квадрате плюс b. И мы получили здесь y равно минус x минус 2 в квадрате плюс 5. В данном случае, как видно, здесь минус единичка стоит перед скобками. Получается, что здесь а равно минус единица. Так? c у нас равно минус 2. И b у нас равно плюс 5. Теперь мы знаем о том, что какие возможности можно использовать, используя вот то, что мы знаем, как это все строить. Давайте сейчас построим график этой функции. Я рисую, и что-то будет дополнительно. Это значение x плюс, y плюс бесконечность. Мы подразумеваем в каждом графике, что координаты они продолжаются очень далеко. Здесь 0. И отметим значение 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Здесь минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. Здесь 1, 2, 3, 4, 5. Здесь минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. Давайте будем строить пошагово. Мы знаем о том, что как первый шаг, мы знаем, как строить график функции y равно x квадрат. Давайте мы ее построим. Вот график функции двойка, d2, 4, d2, это 4. График функции y равно x квадрат будет проходить вот таким образом. Y равно x квадрат. Теперь второй этап. Мы знаем о том, что график этой функции будет сдвинут в сторону положительных иксов на целое значение 2. Вот здесь. Второе мы построим вот такое значение. Пока не будем трогать минус единицу. Y равно у нас будет x минус 2 в квадрате. Вот это c у нас равно минус 2. Экстремум будет находиться график этой функции вот здесь. И мы точно так же строим эту функцию. Давайте строим, чтобы она была более... Не будем строить таблицы, напоминает точно так же. Нам самое главное понять, каким образом она будет проходить. Так она будет проходить. Вот это у нас будет y равно x минус 2 в квадрате. Теперь, зная о том, что она проходит вот так, посмотрим коэффициент, который стоит перед этими скобками. То есть а у нас равно единице. Третий этап. Y равно минус x минус 2 в квадрате. Что
Что-то нужно сделать. Нужно вот этот график, который мы только что построили, полностью отразить в сторону отрицательных значений y. Y у нас всегда будет только отрицательный. Строим его в отрицательную сторону. Мы ее построим в отрицательную сторону. Вот сюда и так сюда. Это у нас будет график равен y равен минус x минус 2 в квадрате. Что нам теперь еще остается? Мы знаем, что он должен быть поднят на 5 единиц вверх. Итого, экстремум этой точки, он передвигается вот сюда. И тогда график функции в конечном итоге будет выглядеть вот так. Это будет y равен минус x минус 2 в квадрате плюс 5. Мы представляем себе, каким образом будет проходить вот эта функция. В какой-то степени где-то она будет положительной, где при каких-то значениях будет она отрицательной. Не указывая значение табличных значений, тем более, что если, например, мы же не знаем, в каком диапазоне она может сдвинуться, мы можем взять для расчета таблицы, например, этот диапазон, она кажется, видите, она сдвинулась сюда, либо дальше. Во всяком случае, используя именно трансформацию основной функции y равно x квадрат, что она превращается первый этап, второй этап и четвертый этап, который мы сделали, это y равен минус x минус 2 в квадрате плюс 5. Основная задача при построении подобных графиков желательно преобразовать в такой вид. Мало того, я еще хотел бы обратить внимание, постараться преобразовать так, чтобы в скобках у нас x был без всяких коэффициентов, для того, чтобы легче было его адаптировать и составить соответствие графикам функции x квадрат. Потому что если вы здесь напишите какое-то значение 2x или прочее, тогда это будет затруднительно ориентироваться и как она будет проходить. А в скобках всегда этот коэффициент можно вынести и получить в скобках результат, который будет напоминать x квадрат, который сдвинут в какую-то сторону. После этого смотреть, какой будет здесь коэффициент, куда он будет направлен, вверх, вниз или так далее. Таким образом, я хотел бы показать последовательные шаги, зная о том, что как строите график функции x квадрат. Первое значение, потом видите, куда она сдвинута, второе значение, третье значение, смотрите, какой коэффициент, как она будет повернута вверх или вниз, и в конечном итоге последний параметр, который поднимает ее по оси y вверх. Все, если был бы, конечно, другое значение, вы бы уже увидели, куда она сдвинется, либо вверх, либо вниз. Если еще этот коэффициент был, допустим, не минус единица, скажем, а так минус двойка, так он бы быстрее она возрастала, либо спадала эта функция. Если дробный коэффициент, минус 1/2 и так далее, какое-то значение, он бы ближе тогда находился к оси x. Во всяком случае, нужно будет ориентироваться. А любое выражение, которое дается, вот вам дали такое значение построить график, постарайтесь преобразовать его вот к такому виду. И тогда, если вы правильно, без потерь всяких преобразуете к такому виду, тогда последовательные шаги, которые я здесь указал и показал, как это все строится, можно просто знать, как оно. Нашли экстремум этой точки вверху, увидели, что он здесь находится где двойка, координаты экстремума этой функции будут x равно 2, y равно 5. Вот и все.